Всем огромнейший привет! Сегодняшнее видео про пододерматит. Если говорить простыми словами, натоптыши. Наверняка каждый из вас в своем хозяйстве с этим сталкивался. Я в двух словах расскажу о причинах возникновения данного заболевания. Также расскажу, как я лечил в своем хозяйстве пододерматит. И также добавлю в конце видео, что я сделал и что делаю до сих пор для того, чтобы у моих кроликов натоптышей не было. А начнем мы с причин, из-за которых у кроликов может возникнуть пододерматит. Причин несколько, и они делятся на две категории. Первая категория — это те причины, которые мы с вами можем исправить, и вторая категория причин, на которые мы, к сожалению, с вами повлиять не можем. К таким причинам относится генетика или слабая опушенность лап. Чем хуже опушенность лап, тем больше вероятность, что у кролика возникнет пододерматит. И вторая причина — это возраст. Чем старше кролик, чем он старее, тем также больше вероятность развития пододерматита у этого кролика. К сожалению, кролика мы омолодить не можем. Что касается причин, на которые мы можем повлиять, это содержание. Мы можем улучшить качество содержания кроликов. Кормление мы также можем отбалансировать, сделать корм балансированным, питательным и богатым различными витаминами, микро- и макроэлементами, так скажем. И уход. Мы также кролику можем создать очень хорошие условия, хороший уход. Быстрыми шагами мы подошли к самому главному, это лечение пододерматита натоптышей у кроликов. Прежде чем начать, хотелось бы сказать, как определить натоптыши у кроликов. Здесь очень просто. Кролик вам сам подскажет, что у него болят лапки. Когда вы ходите кормить или поить, может быть, просто проходите в своем хозяйстве, вы можете наблюдать такую картину, когда у кролика начинается пододерматит, что он приподнимает либо переднюю лапку, либо заднюю лапку. Это говорит о том, что лапка у него болит, то есть он полноценно не может на нее наступать, потому что его беспокоит эти натоптыши, и он ее приподнимает. Это вам будет первым звоночком о том, что с кроликом что-то не так, и его пора взять, вытащить из клетки и посмотреть, что с ним. Если вы обнаруживаете данное заболевание на ранней стадии, там потертости, только-только начинает развиваться этот пододерматит, лечение будет быстрым, там достаточно всего попрыскать чеми-спрей, есть такое средство, но не забываем, что после того, как вы попрыскали чеми-спреем, обязательно нужно сделать подстилку из соломы, толстый слой, чтобы лапки у кролика отдыхали, чтобы вес кролика не распределялся только на лапы, на что-то жесткое, обязательно что-то мягкое. И в течение где-то недели, несколько раз попрыскав и подстилая толстый слой соломы, можно этот пододерматит вылечить. Но есть такие случаи, когда вы поздно уже заметили, и у кролика не просто натоптыши, а уже даже трещины на подошвах, и хуже того, уже пошли загноения этих лапок. Тут нужно чеми-спреем вы уже здесь не отделаетесь, и нужно применять тяжелую артиллерию в виде различных заживляющих мазей, бинтов и так далее. Если у вас вы обнаружили у кролика глубокие трещины, обрабатывайте перекисью либо хлоргексидином, перекись, кстати, 3%, либо хлоргексидином, потом наносите мазь левомиколь, левометил и обязательно перебинтовываете лапку. Перебинтовывать лапку нужно не только подошву, я так называю у кроликов колено. Потому что если вы перебинтуете просто одну подошву, то, что вы набинтовали, это быстро слетит. Если вы перебинтуете вплоть до колена, до сустава, то если кролик сам не снимет повязку, то она у него не слетит. И где-то в течение недели 2 раза можно поменять эту повязку, если он ее не снял. Если снял, обязательно еще раз ее постелить. И также подстилка обязательно. Если уже пошли гнойные выделения, обязательно ранку вскрываем, гной выдавливаем, промываем эту ранку перекисью 3%, и уже в эту ранку вводим мазь. Можно со шприца.
Мы вводили в свое время со шприца, у нас как-то было у одного кролика лапка загноилась на подошве, мы вскрыли, прочистили, промыли и прям со шприца в эту ранку закладывали мазь. Также все это перебинтовывается именно таким же способом, который я уже ранее говорил, и обязательно подстилка. Также где-то в неделю 2 раза, а потом уже, когда увидите, что ранка пошла на улучшение, что все проходит, все становится замечательно, тогда уже можно использовать заново чеми-спрей, но опять же подстилку до полного выздоровления кролика. Видео подходит к концу, и как я вам и обещал, сейчас расскажу, что я сделал и что делаю до сих пор, чтобы у моих кроликов не было пододерматита. Ну, самое первое, я увеличил размеры клеток. Кто помнит мои старые клетки, кто смотрел мои старые видео, вы видели, да, что у меня там клетки были маленькие, где-то 60 на 60. Это сейчас я понимаю, что это катастрофически мало, но раньше я думал, что этого хватает. Но кролики постоянно сидели, им не было места развалиться. У меня также были и бараны, и строкачи, и они постоянно сидели. Ну, немножко где-то развалятся, но это совсем не то, если сравнивать, например, вот с этой длинной клеткой. И постоянно шла нагрузка на лапы. Возможно, из-за этого у меня и был еще плюс пододерматит. Сейчас у меня клетки большие, я вижу, что кролик здесь может развалиться и даже спать. Я регулярно провожу стрижку когтей своим кроликам, стригу как весной, так и осенью. Многие, да, конечно, надо мной смеются, что я занимаюсь ерундой, но, как говорится, каждому свое. Хотите стригите, хотите не стригите. Я стригу, и меня все устраивает. Зимой, весной и осенью кролики у меня сидят на подстилке из соломы на толстом слое. Я не использую трапики. Трапики я использую только летом. Я использую вот не деревянные, говорю, пластиковые трапики. Вот взял специально грязный, чтобы вам показать, что трапики все целые. Потому что когда мои видео выходили, люди мне говорили, что это пластиковые трапики, они нехорошие, кролики их грызут. Вот я взял старый трапик, который надо будет уже обрабатывать, и уже у нас тепло, и пересаживать кроликов на эти трапики. Возможно, вот у меня раньше, да, кто видел мои старые видео, видели, что у меня были деревянные трапики в этих маленьких клетках. Также почему я еще отказался от деревянных трапиков, потому что кролики ходят в туалет на эти трапики. Я хоть и сдвигал эти трапики в разные стороны, но, возможно, из-за того, что клетки у меня были маленькие, кроликам особо негде было сидеть. И они постоянно ходили в туалет, писали, какали на эти трапики и тут же сидели. Возможно, поэтому еще у кроликов возникал пододерматит, потому что они постоянно находились в моче, ну, в своих экскрементах, да, так назовем. Но после того, как я стал использовать пластиковые трапики, плюс у меня клетки увеличены в размерах, в клетках у меня постоянно сухо, и кролики чувствуют себя очень-очень даже комфортно. И после того, как я все это переделал, я забыл, что такое пододерматит. Поэтому, чтобы не лечить кроликов, нужно создать им условия, максимально хорошие условия, чтобы этого заболевания не было, чтобы потом не лечить. На этом все, друзья. Надеюсь, видео было полезным. Всем здоровья, всем пока-пока.